Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Я пришила пуговичку с тюльпанчиком, и он выглядит как-то по-королевски. Нарядный. Вязать его легко, просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Я вязала его из плотной ниточки. Он получился такой у меня не особо легкий. На него ушло чуть меньше 50 грамм. Таким воротничком можно украсить любую одежду, и платье, и блузку, футболку. Даже я знаю, что такие воротники носят и с джемперами, с толстыми теплыми кофтами. Так что это уже на усмотрение мастерицы, куда применять такой воротничок, с каким нарядом носить. Так он выглядит с изнаночной стороны. Ширина такого воротничка у меня получилась вот 9,5 сантиметров, почти 10. Но если вы сделаете пошире вот эту рюшку, то можно сделать и ширину воротничка также изменить. Когда будете провязывать петлю, которую мы делаем в начале вязания, то также рассчитывайте, какой размер пуговицы вы будете потом применять, пришивать, чтобы пуговичка проходила под петельку. Но я использовала небольшую пуговичку, поэтому вот петелька соответствующая. Если вы будете делать завязки, тогда это уже также сами решайте, какая застежка вам больше нравится. Можно сделать просто брошечку какую-то, прикрепить. Можно вязать на любой размер. У меня длина по внутреннему краю около 50 сантиметров. Если вы будете вязать как детский воротничок, естественно, набираете вот эту цепочку размером покороче. Вот эту резиночку внутреннюю. Если вам нравится такой воротничок, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, это помогает продвижению канала. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Для вязания этого воротничка я буду использовать нитки от Камтекс. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 200 метров. Цвет я выбрала 0,87 пудра. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю. Две воздушные петли, 1, 2, и во вторую петлю от крючка делаем соединительный столбик. Мы сделали маленькое пико из 2 воздушных петель. Далее хвостик мы будем обвязывать в первую воздушную петлю, куда мы делали соединение. Провязываем столбик без накида. В следующую петлю не забываем обвязывать кончик нити. Второй столбик без накида. В следующую петлю третий. В следующую воздушную петлю 4 столбик и в следующую 5. Итого провязали 5 столбиков без накида. Все, хвостик у нас обвязан. Это у нас петелька для пуговички. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Разворачиваем
петелька у нас внизу. Сейчас будем вязать вот по этой стороне. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю, это первый столбик без накида, за заднюю дольку. У нас каждая петелька состоит, каждый столбик, из двух половинок. Вот за заднюю половинку провязываем столбик без накида. В следующий столбик также за заднюю половинку, второй, в следующий столбик третий столбик без накида, четвертый, и последний пятый. Итого 5 столбиков у нас в ряду. 2 воздушные, 1, 2, разворачиваем и во вторую петлю от крючка соединяем соединительной петлей. Сделали маленькое пико. В следующие 5 столбиков провязываем по столбику без накида, также вставляем крючок под заднюю дольку. Вяжем наши столбики за заднюю половинку столбиков, 4 и 5. Сторона, где у нас провязывается пико, это у нас внутренний край воротничка будет, где вот эти арки из 3 воздушных петель, здесь будет продолжаться основное полотно воротничка. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, разворачиваем и также провязываем 5 столбиков без накида за задние дольки. В каждом ряду у нас здесь по 5 столбиков без накида. С этой стороны у нас пико из 2 воздушных. Если ниточки потоньше, можно делать и из 3 воздушных петель пико. Но у меня нитки толстые, поэтому буду делать из 2 петель. Сделали пико и снова провязываем 5 столбиков без накида за задние половинки столбиков. 3, 4 и 5. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. Вот такая резиночка у нас с вами получается. С одной стороны вяжем пико, с другой стороны арки из 3 воздушных петель. Так вяжем до нужной ширины или длины воротничка, кому какая длина нужна. Смотрим по модели платья, но нужно, чтобы количество вот этих арок из 3 воздушных петель было четным. Все, продолжаем вязать. Вяжем такую длинную ленточку. Она у нас состоит в каждом ряду по 5 столбиков без накида. И встречаемся. Хвостик этот мы уже обвязали, можно его отрезать. Он уже от нас никуда не денется. Все, вяжем самостоятельно по рисунку. Итак, провязали тесемочку. Как нам померить ее длину? Немножечко вот так потянем ее, чтобы расправились все столбики, и отпускаем. Она возвращается в свое нормальное положение. Сильно не растягиваем и меряем. Вот у меня получилось 50 сантиметров. И на всякий случай пересчитываем количество петелек, арочек из 3 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 54 петли у меня получилось. Вот количество таких арок из 3 воздушных четное.
Так, первый ряд у нас готов. С этой стороны у нас пико. С обратной, где мы закончили вязать, здесь у нас арки. Второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Эта сторона у нас будет лицевой. Накид. И в следующую арку из 3 воздушных, вот петля у нас на резиночке, провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Провязали первый столбик с накидом не до конца, накид, сюда же в эту арку второй, накид и третий столбик сюда же в эту арку. 4 петли на крючке, закрываем. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. Переходим к следующей арке из 3 петель и также в нее провязываем кластер из 3 столбиков с одним накидом. У нас 3 незавершенные столбика с общей вершиной. Закрыли. 4 воздушные, арка, 1, 2, 3, 4. В следующую арку, вот она у нас из 3 воздушных, в нее также провязываем кластер из 3 столбиков с накидом с общей вершиной. Четыре петли, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Так вяжем до конца ряда. Давайте провяжем его самостоятельно и встретимся. Итак, подходим к концу ряда. Наш воротничок уже приобретает округлую форму. Провязали последний кластер из 3 столбиков в арку и в конце ряда делаем столбик с накидом. Вот у нас основание петли. Вот сюда провяжем столбик с накидом. Это будет кромка нашего воротника. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и сюда в начало так вот подарочку в эту петлю провяжем столбик без накида. Вы поняли, начальный столбик без накида. Далее 1 воздушная петля, накид. В следующую арку из 4 воздушных провязываем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Вы поняли такую ракушечку из 4 столбиков, посередине арка из 2 воздушных петель. Далее 1 воздушная, в следующую арку столбик без накида, 1 воздушная, в следующую арку из 4 воздушных петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Вот вы поняли такую же ракушку. Далее 1 воздушная, столбик без накида в следующую арку, 1 воздушная, в следующую арку провязываем ракушку из 4 столбиков, посередине арка из 2 воздушных петель. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю ракушку в арку из 4 воздушных. Делаем 1 воздушную петлю и столбик без накида в 3 воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. 2 воздушные петли, 1,
2, разворачиваем. И в арку из одной воздушной петли, вот у нас арочка перед ракушкой, провязываем столбик с накидом. Вы поняли, начальный сплит из 2 столбиков с накидом. Далее 1 воздушная петля и в арку посередине ракушки из 2 воздушных провязываем столбик без накида. Далее делаем пико из 2 воздушных, набираем 2 воздушные петли и в вершину последнего столбика без накида вставляем крючок под 2 нитки, провязываем соединительный столбик. Вот такое пико. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик без накида. 1 воздушная петля, пропускаем 2 столбика, накид, в следующую арку из 1 воздушной петли провязываем столбик с накидом. Вот у нас арочка после ракушки. Накид. Теперь вяжем сплит из 2 столбиков с накидом. Первую ножку провязываем в ту же арку. Закрыли накид, 2 петли на крючке. Накид. Вторую ножку вяжем в следующую арку из 1 воздушной. 3 петли закрываем за 1 прием. Провязали сплит из 2 столбиков с накидом. Накид. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. 1 воздушная. Переходим к ракушке и в арочку в серединке ее провязываем столбик без накида. Теперь пико из 2 воздушных петель. Сделали 2 воздушные и вершину последнего столбика соединяем. И в эту же арку еще 1 столбик без накида. 1 воздушная. Пропускаем 2 столбика, 3 и 4 на ракушке, и в следующую арку столбик с накидом. Далее идет сплит, первая ножка в эту же арку и вторая ножка, столбик с накидом не до конца, в следующую арку. Закрыли, и еще 1 столбик с накидом в эту же арку, куда мы провязывали вторую ножку сплита. 1 воздушная. В следующую арку из 2 петель в середине ракушки провязываем столбик без накида. Теперь пико из 2 воздушных. И еще 1 столбик без накида в эту же арку. 1 воздушная. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда. Провязали пико на арке, столбик без накида. 1 воздушная петля и делаем последний сплит. Первая ножка в следующую арку из 1 воздушной петли, а вторую ножку провяжем в начальный столбик без накида. Столбик с накидом не до конца, закрываем. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Разворачиваем, накид, и в вершину последнего сплита провяжем столбик с накидом. Это начало ряда. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, пропускаем пико и в следующий столбик с накидом в вершину провязываем столбик с накидом. Накид, пропускаем сплит и в следующий столбик с накидом, столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка, накид. И теперь в предыдущий столбик с накидом, куда мы провязывали вот первый столбик с накидом. Это у нас последний столбик. Сейчас отступаем вправо. Вот сплит, вот столбик. В него провязан вот первый столбик. Мы как бы возвращаемся назад и провязываем столбик с накидом. Накид. И теперь во второй столбик, который идет после сплита, еще 1 столбик с накидом.
У нас получился столбик, потом перекрещенные 2 столбика и еще 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Сейчас мы еще раз повторим. Сделали 3 петли, накид, пропускаем пико, столбик без накида, и в следующий столбик с накидом в вершину провязываем столбик с накидом. Накид, пропускаем сплит в следующий столбик, столбик с накидом. 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, накид, возвращаемся к предыдущему столбику, в него провязываем столбик с накидом, накид, и снова идем вперед и в тот же столбик после сплита провязываем еще 1 столбик с накидом. Давайте еще раз вместе. 3 воздушные петли, арка, накид, пропускаем вот это пико, и в следующий столбик с накидом, столбик с накидом. Теперь столбик, в следующий столбик с накидом после сплита. 3 воздушные петли, возвращаемся, провязываем в предыдущий столбик, столбик с накидом, и снова в последний столбик еще 1 столбик с накидом. Провязали вперед, назад, вперед. Вот так у нас будет выглядеть с лицевой стороны. Все, далее арка из 3 воздушных. Продолжаем вязать по рисунку. У нас такие арочки из 3 воздушных петель. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель, столбик с накидом, и сделаем еще 1 столбик с накидом сюда же, в эту петлю, вот вершину начального сплита предыдущего ряда. Так, здесь у нас 2 столбика с накидом. Все, 5-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем, и во 2-й столбик, столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида, переходим к следующей арке, и в серединку ее 1 воздушную петлю пропускаем, во 2-ю провязываем 2 столбика с накидом, крючок вставляем прям в петельку, не под арочку вяжем, а в саму арку. Сделали 2 столбика с накидом, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и в эту же петлю провязываем еще 2 столбика с накидом. Здесь у нас ракушечка выходит из центра арки. Переходим к следующей арочке из 3 петель, вот между перекрещенными столбиками, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 1 столбик без накида сюда же, в эту арку. Накид, переходим к следующей арке из 3 петель, и также в серединку у нас всегда 2 петли вверху на крючке, 1 ниточка внизу, 2 вверху. Провязываем 2 столбика с накидом, 2 ниточки вверху для того, чтобы петля была не вытянутая. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту воздушную петлю на арке. У нас как бы ракушечка идет над пико. В следующую арку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1,
2, 3 и столбик без накида сюда же, в эту арку. На следующей арке также вяжем ракушку. Арочка из 4 воздушных петель у нас на ракушке. Так, вяжем до конца ряда самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последнюю ракушку в арку и делаем столбик без накида вот в последний столбик с накидом. 6-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и в столбик с накидом в следующий. Вот он первый на ракушке, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Теперь пропускаем следующий столбик с накидом и в арку провязываем 5 столбиков без накида. Обвязываем арочку. 2, 3, 4, 5. Обвязали. Пропускаем столбик в следующий столбик, во второй. Вот он 4-й на ракушке. Провязываем столбик без накида. Пропускаем столбик без накида и в следующую арку из 3 воздушных провязываем 3 столбика без накида. Также обвязываем арочку. Провязали. Пропускаем столбик без накида. В следующий столбик с накидом столбик без накида. Пропускаем столбик с накидом в следующую арку. Из 4 воздушных провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Пропускаем столбик в следующий столбик, столбик без накида. Пропускаем столбик без накида в следующую арку 3 столбика без накида. Провязали. Пропускаем в следующий столбик, столбик без накида, в следующую арку 5 столбиков. Делаем вот такую обвязку сейчас и встречаемся в конце ряда. Итак, обвязали последнюю арку и в конце ряда провязываем столбик с накидом, 2 столбика пропускаем и вот в начальную петлю предыдущего ряда. Давайте провяжем полустолбик с накидом. Так, 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем и в последний столбик, который мы провязали, столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика без накида и в следующий, в средний, столбик без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем 2 петли, 2 столбика, в следующий столбик, столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 1 столбик, в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 1 столбик, в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. Вот у нас на этих больших петлях по 5 столбиков. Здесь мы пропускаем по 2 столбика. На маленьких, где у нас по 3 столбика было обвязано арочки, здесь по 1 пропускаем. Итак, 2 пропустили, в средний столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. 2 пропустили, следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1 пропустили в следующий
полустолбик без накида, 3 воздушные, 1 пропустили, в следующий столбик без накида. Итак, на этой 2 арочки, на этой 2 арочки у нас вот дуги. Здесь по 2 пропускаем, здесь по 1. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид, пропускаем 2 столбика и в следующий столбик без накида провязываем полустолбик с накидом, формируем арку. Сделали полустолбик. Вот такая арочка получилась. 8-й ряд у нас готов. Вяжем последний ряд. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь делаем пико из 2 воздушных петель. 2 воздушные, 1, 2, и во вторую петлю от крючка соединительный столбик. Будем делать такие же пико, как вот с этого края нашего воротничка. Так, накид. В следующую воздушную петлю провязываем полустолбик с накидом, накид, в следующую 2 полустолбик, в следующую петлю 3, 4 в следующую воздушную петлю по цепочке, 5, 6, 7, 8 и последний 9. 10-я петля здесь у нас остается не провязанной. Она у нас как петля подъема идет. Разворачиваем. Мы сейчас вяжем в обратную сторону. И в эту же арку, которую мы формировали, провязываем столбик без накида. Из этой же арки у нас выходит цепочка. И в следующую арку также столбик без накида. Разворачиваем, накид, и в первый столбик, вот полустолбик с накидом, провязываем полустолбик за заднюю половинку. 3 петли закрываем, первый полустолбик провязали, в следующий столбик 2 полустолбик, третий, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. Итак, в каждом ряду на этой обвязке у нас будет по 9 полустолбиков с накидом. Снова делаем 2 воздушные, разворачиваем и во вторую петлю от крючка соединяем. Сделали маленькое пико, накид, и начиная с первого полустолбика также провязываем 9 полустолбиков с накидом. 2, 3, за заднюю половинку провязываем, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 полустолбик провязали.
Теперь в ту же арку, откуда у нас, куда мы провязывали последний столбик без накида, провязываем еще один столбик без накида. И в следующую арку столбик без накида. Разворачиваем и продолжаем вязать по рисунку. В каждый полустолбик за заднюю дольку вяжем вот 9 полустолбиков, и в конце ряда делаем пико из 2 петель. Возвращаемся, столбик без накида в ту же арку и в следующую. Так вяжем по внешнему краю. У нас получается вот такая резиночка. Итак, мы провязали последний ряд нашей оборки. 9 столбиков, полустолбиков с накидом. Делаем одну воздушную петлю и соединяем не в арку в саму, а вот в ее начало, в уголочек. Чтобы наши края были симметричными. Соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Сейчас аккуратно спрячем хвостик нитки. Посмотрите, сколько ниток у меня осталось. Так что, если вы спросите, сколько ниток потребовалось на вязание этого воротничка, чуть-чуть меньше 50 грамм. Так, сейчас нам нужно отпарить воротничок. И опять начинается самое сложное — подобрать пуговичку. Спрячем хвостики. У меня вот этот хвостик, узелок был на нитке. Так, я набрала вот такие варианты пуговичек. Хочу сделать как брошечка. От выбранной пуговички зависит и как нарядно будет смотреться наш воротничок. Вот такие пуговички, они будут как брошечка. Но вот эта слишком большая. Такая красивая пуговичка. Но мне кажется, к этому цвету нитка больше подойдут не золотые, а серебряные пуговички. Ну, и эти красивые. Вот такая пуговичка. Все очень нарядные. Все, выбираем подходящую пуговичку. Смотрим, чтобы она, конечно же, еще проходила в петельку. У меня, наверное, здесь будет все-таки небольшая пуговичка. Такая красивая тоже, я думаю. Такая с тюльпанчиком, как с гербом. Будет по-королевски нарядный. Такая будет, как винтажный воротничок. Сразу у него будет вид ретро. Так, прячем хвостики и пришиваем пуговичку. Вот такой замечательный воротничок у нас с вами получился. Аккуратненький, необычный. Как видите, вязать его несложно. Единственное, что очень долго провязывать последний ряд. Но мы с вами молодцы, справились. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!